Меня зовут Таиса, и я нахожусь в Охталабе. Все вы знаете, что сегодня день рождения Рольда Даля. Ему исполняется 100 лет, поэтому я прочитаю вам книжку «Матильда». Любительница чтения. Все-таки родители странные люди. Даже если их чадо самое противное в мире существо, они все равно утверждают, что оно лучше всех. Мало того, некоторые мамы и папы настолько ослеплены обожанием, что ухитряются убедить себя в том, что их отпрыск почти гений. Что ж, в этом нет ничего плохого, так уж устроены люди. Но когда такие родители начинают расписывать нам блестящие способности своего ненаглядного чада, очень хочется закричать: «Несите тазик, а то стошнит». Школьным учителям тоже приходится несладко. Они поневоле вынуждены выслушивать подобные хвастливые бредни чрезмерно гордых родителей. Но они-то уж точно знают, кто из детей чего стоит. И когда в конце четверти приходит время заполнять табель успеваемости, довольные родители получают от учителей характеристики на своих вундеркиндов. Будь я учителем, я бы состряпал нечто особенное для тех родителей, что слепо обожают своих чад. Ваш сын Максимилиан, написал бы я, абсолютно пустое место. Надеюсь, у вас есть семейный бизнес, куда вы сумеете его пристроить после окончания школы, потому что, черт возьми, он вряд ли найдет другую работу. А если бы у меня в тот день был лирический настрой, я бы написал так. Известно, что у кузнечиков органы слуха расположены по обеим сторонам брюшка. Ваша же дочь, Ванесса, судя по тому, что она усвоила за эту четверть, вообще не имеет органов слуха. Я мог бы даже углубиться в естествознание и высказаться, например, так. Прежде чем появиться на свет и прожить всего 6 дней, радуясь солнцу, личинка цикады проводит 6 лет под землей. Ваш сын Уилфред все 6 лет в школе тоже находится в состоянии личинки, и мы до сих пор ждем, когда же он наконец вылупится из кокона. А если бы мне пришлось столкнуться с какой-нибудь особенно вредной девчонкой, я, наверное, заявил бы что-нибудь в таком духе. Красота Фионы так же холодна, как красота айсберга. Но в отличие от этой глыбы льда, имеющей скрытую подводную часть, ее красота всего лишь оболочка, за которой ничего нет. Думаю, я получал бы огромное удовольствие от сочинения такого рода характеристик. Но хватит об этом. Давайте продолжим наш рассказ. Как известно, на медали 2 стороны. И иногда мы сталкиваемся с родителями, которые придерживаются иной точки зрения на воспитание детей и вовсе не интересуются собственными чадами. Они, конечно, гораздо хуже тех, кто слепо обожает их. Мистер и миссис Вормут были именно такими родителями. У них были сын Майкл и дочь Матильда. К дочери они относились так, словно та была букашкой или мошкой, с которой приходится мириться до поры до времени, а потом можно просто прихлопнуть. Мистер и миссис Вормут нетерпеливо дожидались того момента, когда с легким сердцем можно будет избавиться от своей дочери. Причем предпочтительно, чтобы она оказалась в соседнем графстве, а еще лучше где-нибудь подальше. Ужасно, когда родители обращаются с детьми так, словно те больная мозоль, от которой одни неприятности. Но гораздо хуже приходится с такими родителями ребенку, необыкновенным, наделенному природой и блестящим умом, и чуткой душой. Именно таким ребенком была Матильда. Она обладала таким живым умом и так легко все схватывала, что ее выдающиеся способности должны были бы заметить даже самые никчемные родители в мире. Но только не миссис и мистер Вормут. Они были настолько глупы и настолько поглощены своей повседневной жизнью, что им просто не было дела до собственной дочери. По правде говоря, сомневаюсь, что они обратили бы на нее внимание, приползли она домой со сломанной ногой. Даже их фамилия была говорящей. Вормут в переводе означает «древесный червяк». Брат Матильды, Майкл, был совершенно нормальным ребенком, но его сестра, как я уже сказал, представляла собой нечто необыкновенное, отчего, как говорят в народе, глаза на лоб лезут. В возрасте 1,5 лет она уже прекрасно говорила и знала почти столько же слов, сколько входит в словарь нормального взрослого человека. Родители же, вместо того, чтобы гордиться ею, называли ее
болтушкой, от которой слишком много шума. И все время отдергивали ее, чтобы она была тише воды, ниже травы. К 3 годам Матильда самостоятельно научилась читать по тем газетам и журналам, которые вечно были разбросаны по всему дому. В 4 она уже быстро и хорошо читала, поэтому, естественно, ей понадобились книги. Единственной книгой, которую Матильда нашла в своем просвещенном доме, была мамина кулинарная книга. Прочитав ее от корки до корки и выучив наизусть все рецепты, девочка решила, что ей хочется чего-нибудь поинтереснее. «Пап», — обратилась она к отцу, — «ты можешь купить мне книгу?» «Книгу?» — удивился он. «Это еще зачем?» «Чтоб читать, папочка». «Тебе что, телевизор, мам? У нас классный телек с 12-дюймовым экраном, а тебе книга, видишь ли, понадобилась. Ты что, чокнулась?» Почти всю неделю Матильда оставалась дома одна. Брат, он был на 5 лет старше ее, учился в школе. Отец уходил на работу, а мать отправлялись играть в бинго в соседний городок, находившийся в 8 милях. Миссис Вормут была помешана на лотерее и играла в нее 5 дней в неделю. В тот самый день, когда отец отказался купить ей книжку, Матильда сама отправилась в библиотеку. Присалась библиотекарша миссис Фелпс и спросила, можно ли ей немного посидеть и почитать. Миссис Фелпс, крайне удивленная появлением такой крошки без сопровождения взрослых, тем не менее была очень приветлива. «Скажите, пожалуйста, где у вас детские книги?» – спросила Матильда. «Вон на тех книжных полках», – показала рукой миссис Фелпс. «Хочешь, я помогу тебе найти книжки с картинками?» «Нет, спасибо», – ответила Матильда. «Я справлюсь сама». С тех пор каждый день, как только мать уезжала из дома, Матильда приходила в библиотеку. Дорога занимала всего 10 минут, и девочка целых 2 часа могла наслаждаться чтением, тихонько сидя в уголке и проглатывая одну книгу за другой. Прочитав все имевшиеся в библиотеке детские книги, Матильда принялась искать что-нибудь еще. Миссис Фелпс, с восхищением наблюдавшая за ней последние несколько недель, подошла к девочке и спросила, «Могу ли чем-нибудь тебе помочь, Матильда?» «Я вот думаю, что бы еще почитать», — ответила та. «Все детские книжки я уже прочитала». «Ты хочешь сказать, что рассмотрела все в них картинки?» «Не только, текст я тоже прочитала». Миссис Фелпс смотрела на Матильду с высоты своего огромного роста, а Матильда смотрела на нее снизу вверх. «Некоторые книжки показались мне очень скучными», — сказала Матильда, «но некоторые просто замечательные. Больше всего мне понравился таинственный сад. Там столько тайн, и тайна комнаты за закрытыми дверями, и тайна сада за высокой стеной». Миссис Фелпс была ошеломлена. «Сколько же тебе лет, Матильда?» — спросила она. 4 года и 3 месяца», — ответила девочка. Миссис Фелпс была близка к шоку, но у нее хватило ума не показывать вида. «А что бы ты хотела почитать?» — только спросила она. «Что-нибудь знаменитое, то, что читают взрослые. Но я не знаю ни одного автора», — грустно вздохнула Матильда. Миссис Фелпс оглядела полки с книгами. Она с трудом представляла себе, что выбрать. «Интересно», — рассуждала она, — «книгу какого знаменитого взрослого писателя можно предложить 4-летней девочке?» Первое, что пришло ей в голову, взять с полки какой-нибудь рыцарский роман из тех, что пишут для 15-летней девушки. Однако чутье подсказало ей, что делать этого не стоит. «Почитай-ка вот это», — наконец сказала миссис Фелпс. «Это очень знаменитая книга и очень хорошая. Если она покажется тебе слишком сложной, скажи мне, и я подберу для тебя что-нибудь другое». «Большие надежды», — прочитала Матильда. «Чарльз Диккенс». «Должно быть, я сошла с ума», — решила про себя миссис Фелпс, но вслух говорить этого не стала. «Надеюсь, тебе понравится». В следующие несколько дней миссис Фелпс глаз не могла отвести от маленькой девочки, часами сидевшей в большой кресле в дальнем углу библиотеки, с книгой на коленях. Матильде приходилось наклоняться и вытягивать шею, чтобы удобнее было читать, потому что книга была слишком тяжелой, чтобы она могла держать ее в руках. До чего же странно было видеть эту темноволосую кроху, сидевшую свесив ножки и твердо стоявшую до пола. Она была настолько увлечена необыкновенным приключением Пипа и старой миссис Хэвиш, обитавшей в затянутом паутиной доме, и настолько очарована волшебством, сотворенным из-за слов великим рассказчиком Диккенса, что шевелилась лишь тогда, когда, убрав подпиравшуюся голову руку, переворачивала страницу. Миссис Фелпс каждый раз
испытывала сожаление, когда ей приходилось напоминать девочке. Сиди 5, Матильда, тебе пора. Как-то раз, когда Матильда только начала ходить в библиотеку, миссис Фелпс спросила у нее: «Твоя мама приводит тебя, а потом забирает, да?» «Моя мама каждый день ездит в Фэлсбери играть в бинго», — ответила девочка. «Она не знает, что я хожу сюда». «Ты не права, моя дорогая», — сказала миссис Фелпс. «Думаю, тебе лучше спросить у нее разрешение». «По-моему, не стоит», — возразила Матильда. «Она не поощряет чтение, да и папа тоже». «И чем же они советуют тебе заниматься, когда ты остаешься дома одна?» «Просто слоняться без дела и смотреть телевизор». «Вот как? Честно говоря, им вообще-то все равно, чем я занимаюсь», — грустно сказала Матильда. Миссис Фелпс забеспокоилась было о том, как же такая маленькая девочка ходит одна по самой оживленной улице, да еще переходит дорогу, но, подумав, решила не вмешиваться. Всего за неделю Матильда прочла большие надежды, хотя в книге было ни много ни мало 411 страниц. «Мне очень понравилось», — сообщила девочка миссис Фелпс. «А мистер Диккенс еще что-нибудь написал?» «Конечно», — ответила изумленная миссис Фелпс. «Он написал много книг. Выбрать тебе еще одну?» За полгода Матильда под чутким руководством миссис Фелпс прочитала следующие книги: Николас Никльби и Оливер Твист Чарльза Диккенса, Джейн Эйр Шарлотты Бронте, Гость и предупреждение Джейн Остин, Тесс и Рода де Эрвиллей Томаса Гарди, Ким Редьяра Киплинга, Человек-невидимка Герберта Уэллса, Старик и море Эрнеста Хемингуэя, Шум и ярость Уильяма Фолкнера, Грозя гнева Джона Стейнбека, Гора Брайтона Грэма Грина, Ферма Джорджа Оривелла. Получила внушительный список, и миссис Фелпс была изумлена до глубины души, однако, что весьма примечательно, даже виду не показала. Вероятно, многие другие на ее месте, наблюдая ошеломляющие достижения столь маленького ребенка, попытались бы сделать из этого сенсацию и подняли бы шум на всю округу. Но не такой была миссис Фелпс. Она никогда не совала нос в чужие дела, поскольку уже давно пришла к выводу, что иметь дело с чужими детьми стоит лишь в редких случаях. Многое из того, о чем говорит мистер Хемингуэй, я не понимаю, сказала как-то Матильда миссис Фелпс, особенно для мужчин и женщин. Но мне все равно понравилось, потому что он рассказывает так, что я чувствую, будто сама нахожусь там и живу своим, и вижу все своими глазами. Так и должно быть. Хороший писатель всегда заставляет так чувствовать, заметил миссис Фелпс. Не беспокоиться о том, если чего-то не понимаешь. Просто читай, и пусть слова ласкают твой слух, словно музыка. Ладно, кстати, ты знаешь, что в библиотечные книги можно брать домой? Спросила миссис Фелпс. Нет, я не знала об этом, сказала Матильда. Значит, мне можно взять что-нибудь? Конечно, сказала миссис Фелпс. Выбери книгу и подойди ко мне, чтобы я записала формуляр, и она твоя на 2 недели. Если хочешь, можешь взять сразу несколько книг. С тех пор Матильда приходила в библиотеку только раз в неделю, чтобы взять новые книги и вернуть прочитанные. Ее маленькая спальня превратилась в читальный зал, где она читала целыми днями. Иногда с кружкой горячего шоколада. Матильда еще недостаточно подросла, чтобы доставать до верхних полок на кухне. Поэтому во дворе за домом она хранила небольшой ящик, забравшийся, на который легко доставала то, что ей было нужно. Обычно, приготовив на кухне шоколад, она отправлялась в свою комнату и с удовольствием, попивая горячий напиток, проводила за чтением весь день. Книги уносили Матильду в неизвестные миры, знакомили ее с удивительными людьми, чья жизнь казалась совершенно необыкновенной. Она уплывала в морские дали на старинных парусниках с Джозефом Карнадом, путешествовала по Африке с Эрнестом Хемингуэем и по Индии с Редьяром Киплингом. Не выходя из своей комнатки в английской деревушке, она объездила весь мир. Конец главы.